свободный рынок. Дороги. Едем в центр Камчатки, до села Нитково. Тут у нас остановка, переодеваемся. Ну это сколько, 80 где-то, да? Нет, метр. Метр? То полпути сходить. Сегодня вы приедете в базовый лагерь переночуете, завтра вы уже будете в горах. Уже палаточный лагерь там стоит. Туда поднимитесь на квадриках. Вот. Ну а там уже все ходить, смотреть. Вот Семен очень опытный. Давай. Речка Камчатка, переправляемся на лодке, вот, и дальше на квадриках мы едем вот сюда, вот в предгорье. Тут у нас база, и вот тут в этом районе вы будете охотиться. Первый день пробывания у нас на Камчатке. Справляемся против течения. Сейчас дойдем до места стоянки квадроциклов, перебазируемся на квадроциклы и будем двигаться в первый лагерь. Вот первый квадроцикл завелся. Я часа 2 на 2,5 на квадроциклах. И нас ждет баня и ужин. Потом ночлег, и на рассвете мы начинаем охотиться. Вот прогресс пришел на смену лошадки. На квадроциклах гораздо быстрее, чем на лошадях добираться. Подножье гор, судя по рассказам и планам нашего маршрута, и будет наш первый стан. А пока мы любуемся природой и дышим свежим воздухом. Камчатские джунгли. Красота. Вот чисто по-русски встречают. С банькой. Даже на рассвете чистым телом, очищенной душой, без суеты городской, пойдем в горы. Пасмурное такое утро у нас. Синоптики завтра обещают 2 дня дождей. Дождь нам, в принципе, не помеха. Не было бы тумана. В горах туман без дождя не бывает, как дым без огня. Так что будем долго отдыхать в палатке. Просто дергайте все. Все, вот, все хватает нормально. Я сегодня на грузовике двигаюсь. Перевожу груз основной непосредственно в район охоты. Трехмостовый квадроцикл. Привод гораздо интереснее, поувереннее, но рулевая система все-таки больше похожа на мотоцикл Урал. Да и руль такой, в принципе. Посмотрим, как он себя покажет в подъемах. Проходимость, конечно, у него совсем другая. Явно видно, что трехмостовый квадроцикл имеет существенное преимущество. Ну, как и в автомобиле. 56-й двухмостовый. Или же Урал трехмостовый.
Забуксовал. Есть места, где его тоже можно установить. Остаются последние сотни метров выхода из лесного массива и перехода уже на чистые горные склоны, где и будет проходить намеченный тур охоты на барана. Вот она, Камчатка, красота. Вот то, ради чего мы прибыли сюда. 1017 метров над уровнем моря. Здесь мы оставим квадроциклы. Дальше наш путь пешком порядка 2 километров. Вот за этим хребтом и наш палаточный лагерь будет. Палатки уже разбиты, а я свою палатку тащу на плечах. Похож на шерпа. Все-таки одному палатки комфортно. И это стоит того, чтобы часть какого-то пути ее протащить на плечах. Конечно, можно было бы и на квадроциклах дойти до этого места, но лишний шум нам не нужен. Места вселяют надежду. Погода только напрягает немного. Но в той стороне довольно ясно в долине. Пойдем знакомимся с остальной группой. То ли мы к ним присоединимся, то ли они к нам. Сергей. Тоже Сергей. Ну, отлично. Опа, сейчас давайте. Опа, аккуратно, аккуратно. Карабин снимем. Сергей. Снимай, здрасте. Сергей. Павел. Павел. В целом нас уже 5. Да. Какой все-таки легкий у меня карабин оказался. Собираем наш дом на ближайшее время. Так, думаю, что оно будет вот здесь вот. Ладно, я понял. Отцентровать, чтобы не было перекосов. Как говорится, торопиться надо медленно. Ну что, мой дом готов. 15 минут. За моей спиной ущелье, поэтому ущельем поднимемся на гребень. Там есть удачная позиция. Там будем ожидать, потому что так время сейчас 13 часов, рано, обед. Там обустроимся и будем наблюдать сверху. Первые признаки наличия камчатского барана. Следы. Правда, дождем уже замыто, значит, были дождя. А дождь был позавчера. То есть 2 дня назад здесь они находились. Значит, баран есть. Осталось только найти его. На данный момент находимся на уровне 1500. От лагеря отошли с 1100. Я думаю, что 150 метров. И мы будем у своей цели. Первые 3 часа поисков дали определенный положительный результат. По крайней мере, мы убеждены, что здесь баран есть. Есть отходы жизнедеятельности и есть свежие следы. Если внизу мы наблюдали следы позавчерашние, то на хребте явно не утренние. И я так понимаю, что, судя по следам, это все-таки не группа, а это одинокие быки ходят. И, в принципе, Паша с Сергеем сказали, что
пару быков видели одиноких. То есть не в стаде. Где они могут сейчас в данный момент прятаться. В любом случае мы первый день охотимся. Всего лишь 3 часа. Наивно было бы ожидать сразу результата. Что пока баран спит, мы решили немного ягодкой побаловаться. Приятного аппетита! Стоит, не двигается. Где-то, возможно, лежит. Не дает о себе знать. Конечно, можно было бы взять тепловизор и упростить существенно поиск. Но, на мой взгляд, это все-таки где-то нечестно. У нас еще 10 дней впереди. Так что еще не вечер. А я это. Супчик, крошки. Мгновенно И кипятили. убирайте скорее. И убирайте все. Представляешь, Убирайте быстрее. И сколько убирайте нам отсюда. таскать отсюда все. Третий день охоты. Мы видим сейчас, как наступает туман. Основная причина, по которой мы второй день находимся в палатке. Как мы напугались, когда долбили. Стучались. Оказывается, Причем огромный. вообще с черепушек ничего нельзя выкидывать. Все съедобное. Особенно небо, ну и губа. Ну, есть Глаза которые и вот- едят губу и язык. Я всегда губу ем. Губа Я не обычно понимаю этих деликатес. губоедов этих. Ну, Я попробовал. Вот это еще насопырка вкусная. Вообще не Который раздражает губа. чисто так. Но вот считается, что лось чистое животное, потому что у нее как бы шея не достает до земли, вроде как бы и подым. А потом не С может. земли не берет, сам по себе ничего. Берет, становится Да. на коленки Да. и пасет. Я видел даже. Я, кстати, видел. На коленки становится, пасется. Раз и всё, Чапка. нормально. Капец, туман. Сергей сейчас вышел там вообще. Завтра приняли решение все-таки будем выдвигаться в горы, так как периодически прояснение наступает. Ну, будем пытать счастье. Это будет лучше, чем сидеть просто без действия в палатках. Несмотря на то, что горы низкие, но после дождя камень довольно скользкий, и подъем эти 400 метров имел определенную сложность. Там 2 башенки и 1 теленок. Расстояние 1 километр от нас. Я туда ходил. Да, там спускаться надо через это. Ну, они досягаемые. Если бы там стояли быки, они сегодня можно было уйти. Нет быков, да? Нет. Они там... Важенки, да. 4-й день завершается. Время 7 часов вечера. Через час будет темно. Мы возвращаемся в палаточный лагерь. Все затянуло туманом и начинается очередной раз дождь. Доброе утро. 60 градусов наклона. 300 метров поднялись. Все, метров 200. Мы на гребне. Утро сегодня солнечное, внизу туманное. Но свежо и бодрое настроение. Усталость, вот можно сказать, не ощущается, так как бока размялись после долгой лёжки в палатке.
нормальный. Погода меняется каждую минуту. Один вот такой хороший экземпляр с тяжелыми рогами. Все скрылись. Туман. Все не видно их. Баранов нашли, туман, видимости нету. Расстояние 330 метров ориентировочно. Но мы поменяли позицию. Здесь уменьшили градус наклона. Ждем, когда будет возможность прицелиться, скорректироваться для выстрела. Нету. Четвертый день охоты в Камчатке идет к завершению. Сегодня день был насыщен. Буквально из-под прицела туман увел баранов. Удача была на их стороне. Это ориентировочно в 12 часов. И потом весь день был туман. Наши ожидания ничем не увенчались. Мы приняли решение возвращаться в палаточный лагерь. Здесь вы видите за моей спиной. Вот по этому спуску с облегченным, так сказать, предложили спуститься. Сложность в том, что камень мокрый, дождь идет. А так, наш сегодня маршрут составил 750 метров подъем всего лишь и 10 километров пешим ходом. Все, мы двигаемся в палаточный лагерь, нас ждет ужин. На выжим! Вчера возможности вообще не было поохотиться, так как весь день был туман. Метеослужба 4 дня показывала дождь, что в принципе и подтверждалось по точке нахождения нашего лагеря за моей спиной. Все хорошо, единственное неудобство — это капельки, которые падают на лицо, не спать мешает. И все. Так все хорошо. Я думаю, что вараны занимаются тем же, чем мы сейчас. Мы решили не пугать, не ходить в тумане, потому что мы ничего не видим, а нас могли бы услышать и сорваться с места. Сегодня был 5 утра. Подъем, быстрый завтрак и резкое выдвижение. Практически на восходе мы уже были у подножия горы. Поднялись мы на то же место, где и поднимались в воскресенье, в первый день охоты. Сегодня мы за час 25 минут поднялись на 525 метров. Расстояние 2,5 километра. Смотрим, есть воды свежие. Песочек даже не обветренный. Хорошо. Дай Бог сегодня. Мы такую тактику приняли, что разобьемся на 2 части и будем максимально обследовать ареал обитания барана. Через 15 минут моего наблюдения я увидел внизу у реки прям 3 баранов. Семен ушел, зато хребет. Там наблюдатели же обнаружили 3 баранов. Прямо на реке внизу 750 метров. Угол наклона 40 градусов. Если с этой стороны идти по этому хребту к ним подходить, то ветер от нас к ним. Но, в принципе, надо поднять, ветер поднимается снизу или сверху. Сейчас понаблюдаем, пока они на реке пасутся и воду пьют. 3 крупных самца. Пока подождем. Петрович пошел за Семеном, будем принимать решение. Я не стал ждать Семена, так как он был в другой стороне, и добавок прогноз погоды показывал, что в обед будет дождь, а если дождь, то само собой будет туман. Началась быстрая подготовка к выстрелу. Сумел все-таки подойти на расстояние 550 метров, 545, если быть точным. Угол наклона был 39-40 градусов.
Но когда я приблизился, я так понимаю, что они меня обнаружили. Они выстроились в ряд и начали двигаться в кедровник. 40% наклона было, я снизил от траектории прицеливания всего лишь 1,5 минуты. Надо было быстро все-таки принимать решение. Зверь был взят, произошло ранение в заднюю часть. После этого мы спустились к месту нахождения подранка. Поздравляю сперва. Молодец. Отлично. Но надо добивать. Иначе Вот он там, вот я его снизу начал сюда гнать, а тут Паша пошел. я подошел вызов, и он мимо меня проскочил. Короче, он на водопаде здесь. Стой. Стой. Все, готов. Есть. Все. Есть. Камчатский баран. Первый день. Солнце из 6 дней. И мы смогли реализовать полностью его. 5 дней в палатке. Туман. Ходьба 10 километров. Позавчера возможность было взять. Но горы и туман скрыли от нас наш трофей. Вот оно, солнышко, что значит. Вот он, зачетный. Может быть, не очень качественные трофейные рога, но зато качественная охота. База хорошая, но в круг не закрывается. 4, 5, 6, 7. Да, где-то 9 лет. Вот он есть, заслуженный камчатский баран. Спасибо Семену Петровичу. Вот он наш легендарный повар, нас кормил 6 дней. Природа дала. Вот сразу Семен говорил правильно. Как только будет погода, будет видимость, будет и охота. Но река нам помогла, так как сгладила шум скрадывания моего. Потому что расстояние по первости было 850 метров. 300 метров все-таки мне удалось подползти. Но первым же выстрелом я его взял, вторым добил. Минус был большой, то что солнце было светило на меня. И я практически был обнаружен. Они начали уже движение, и по большому счету в маленькой остановке по движению я произвел выстрел. Вот это самый первый выстрел. Это первое, да. У него стена вокруг пошла. Чуть-чуть промах был бы. Все-таки, видать, пуля сместилась очень серьезно, 550 метров. Спасибо, отлично. Поздравили друг друга. Честно, хорошим днем, с хорошим трофеем. Ну, может быть, он не настолько велик, но он трудовой. За 8 часов сегодняшней охоты мы поднялись на 1100 метров. Ну и столько же спустились. Прошли 11 километров. С понедельника на субботу я отстрелялся. Да, я отстрелялся только что. Ну, понятно. Давай, ты собери все вопросы. Значит, я понедельник буду с утра. Так, берите ложки. Спасибо организаторам Петровичу, Сергею, Семену. Петрович, воистину, значит, удивил нас сегодня, как ты там скарабкался по вертикали. Легко, по щели Я даже, поднялся. даже представь, я все думал, он обратно пойдет. Нет, он прет и пошел. Цель достигнута, работа сделана. Здоровье, самое главное здоровье и хороших гостей, хороших охотников. Пусть хозяйство процветает, дверь размножается, радует и вас, и ваших гостей. Ну а в целом сегодня очень солнечный день. Сейчас мы будем собирать наш лагерь. У нас путь домой. Родной Урал, Екатеринбург.
В общем, все хорошо. Прекрасный край, Камчатский край.